Объемные световые буквы с внутренней LED подсветкой. Фреза. Фреза используется для изготовления пазов при монтаже петель в деревянные двери. Глубина выборки 3 мм. Закрепляем его таким образом, чтобы фреза выбирала у нас на толщину 2 мм. Буквы из цветного плексиглаза порезаны на лазерном станке. Обработаем их с помощью такой фрезы. По периметру. Букву прижимаем к столу и к подшипнику. Получается вот такой паз. И внутренние части тоже обработаем таким же способом. Вот так получается. Специальный станок производят китайцы для изготовления объемных букв. Ну и традиционный фен строительный. Маркер. Нарезаем полоски из такого же цветного акрила заранее. Отмечаем место гиба. Лучше сразу отметить прямой угол, для того, чтобы буква получилась красивая. И вот таким образом прижимаем какое-то время, ждем, пока нагреется акрил. Щипцы имеют свой терморегулятор, они не перегреваются. Акрил 3-мм. Время прогрева видео в реальном масштабе времени, вы сами видите. Прикладываем к нашей букве и даем остыть месту изгиба. Фреза внутренние углы не выбирает, потому что подшипник имеет конечную толщину. Поэтому сточим акрил вот таким образом.
Прикладываем к букве, размечаем следующее место гиба. Следующий изгиб более плавный, поэтому воспользуемся строительным феном. Нужно стараться прогреть равномерно по всей плоскости. Все, готово. Прикладываем обратно и ждем, пока остынет. Следующее место гиба отмечаем. И теми же щипцами прогреваем. Все готово. Размечаем следующий гиб. Если хороший глазомер, можно не размечать угольником место изгиба. Держать угол 90 градусов визуально. Нам требуется слегка плавный изгиб, поэтому я переставляю чуть-чуть левее, чуть-чуть правее щипцы. То же самое можно делать строительным феном, тут маленький радиус, щипцами удобнее. И крайний на этой букве и тут тоже радиусный изгиб,
чуть больше радиус, чем в предыдущий раз. Отмечаем начало и окончание изгиба. На всякий случай угол. Прогреваем по первому отмеченному. По последнему. И посередине. Стараемся прогреть равномерно по всему радиусу изгиба. Укладываем боковину в паз и формируем изгиб. Отмечаю место реза. Это был последний изгиб в этой букве, поэтому лишний акрил можно отрезать. При наличии различного электроинструмента этот рез удобнее всего делать классическим резцом по акрилу, обыкновенным ручным. Крючком, как мы еще называем, либо царапалкой. Есть, все, боковина готова. Продемонстрируем процесс сборки буквы. Чем более чистая поверхность и рабочее место, тем качественнее получится сборка. Подготовленную боковину укладываю в паз. Плексиглаз качественно согнут. Поэтому никаких дополнительных фиксирующих элементов не требуется. Готово. Место стыка я проливаю органическим растворителем. В простонародье этот растворитель называется дихлоретан.
Растворитель должен упасть исключительно в место примыкания двух акрилов. То бишь достаточно с места стыка смочить, чтобы оно было как бы мокрым. И оставить в таком положении букву где-то часа на 4-5. Вот готова собрана буква. Таким способом она склеена. А это такая же лазерная подрезка, только это будет ответная часть, это будет задняя стенка. Вот так. А точно такого же размера, как и передняя часть. Заменим подшипник на нашей фрезе на более маленький. Этот подшипник позволял нам сделать паз 3 мм, а с помощью этого подшипника мы будем делать паз 5 мм. Глубина выборки точно такая же. Ориентировочно 2 мм. Хорошо затягиваем, потому что обороты торцевой фрезы достаточно большие. Все готово. Обрабатываем заднюю стенку. Если мы предыдущую обрабатывали с обратной стороны, лежала лицевой стороной кверху, то в данном случае мы обрабатываем лицевой стороной на столе. Точно такой же паз, только другой глубины. Пять миллиметров. Это нужно для того, чтобы скрыть в процессе производства неидеальность, неперпендикулярность боковой части, то есть глубины буквы. И задняя часть будет чуть-чуть отличаться. Такая же процедура с круглыми буквами. В данном случае буква А или буква А. Проходим по периметру. Тут есть такая маленькая хитрость. Я подгибаю для того, чтобы фреза прошла практически по всей букве, по всему периметру. Видно
подшипник не пролазит в отверстие. Я чуть-чуть изгибаю, как бы придерживаю, прохожу над подшипником. Желательно максимально прижимать букву к столу, заготовку в данном случае. Вот в таких узких местах придется либо боковину стачивать, либо выбирать в букве вручную. И внутренность. Светодиодная лента синего цвета светодиоды. Вот подготовленная задняя часть. Снимаем защитку, она нам не нужна. Я размечаю середину буквы. Под светодиодную ленту. Буква полностью просветная, все части светящиеся, поэтому все огрехи производства будут потом заметны. Лента. Лента идет на аналоге 3М-овского скотча. Производство Поднебесное. Фиксирую светодиодную ленту на задней стенке. Кристалл 50×50 с обратной стороны, вот с лицевой. Лента потребляет приличное количество тока, поэтому подключать нужно проводами достаточного сечения. Я стараюсь синий провод подключать к минусу, коричневый к плюсу. И место пайки защитим с помощью термоклея от окисления. И саму ленту зафиксируем полосочками термоклея. Светодиодная лента в процессе работы греется, а клей, на котором она фиксируется, термопластичный. И вот такие полосочки или точечки зафиксируют ленту и предотвратят случайное отклеивание. Включаем, смотрим синий цвет. Вот буква.
Просверлим отверстие под провод. Многозаходное сверло. Очень удобная вещь. Позволяет сразу снимать заусеницу. Продеваем провод. Вот так с обратной стороны выглядит. И зафиксирую механической деформации. Тем же термоклеем. Клеем ПММА, промазываем выфрезерованное место паз таким образом, чтобы клей максимально подходил к внутренней выборке и заходил примерно наполовину 5-миллиметровой выборки. Получается такой как бы маленький буртик с внутренней части буквы. ПММА, космофен после схватывания превращается в кристаллический аналог плексиглаза и заполняет поры. Так, аккуратно закрываем заднюю часть. У нас получается вот такая готовая объемная буква, светящаяся. Продемонстрирую поближе, каким образом я укладываю клей. Сейчас хорошо видно, клей доходит как бы до половины фрезеровки. Тут у нас выборка сделана в боковине, там тоже нужно приклеить. Готовая склеенная буква. Выборку видно сейчас. И закроем заднюю крышку. Тут желательно аккуратно, чтобы клей в результате попал полностью по периметру буквы. Есть такие крепежи, которые называются Dual Lock. Производство 3M.
Очень удобный при монтаже. Выглядит примерно вот так вблизи. И ответная часть точно такая же. Торцевая фреза. Глубина 6 миллиметров. Как бы мы ни старались сделать идеально, все равно технически какие-то недостатки появляются. С помощью этой торцевой фрезы снимем лишние заусеницы. Видно, сейчас она снимает хорошо, вот этот уголок видно хорошо убирается. Практически всю поверхность обрабатываем с помощью торцевой фрезы, за исключением некоторых мест. После торцевой фрезы появляется такая матовая поверхность. При глянцевом блестящем плексиглазе боковины выглядит оно не слишком. Берем все тот же растворитель и аккуратно проходим торец этой части. Видно, как сразу преображается внешний вид буквы. Аккуратно, не спеша, полностью по периметру. Видно отличие, другого оттенка получается белый. И сразу, только проходим, сразу становится глянцевый, красивенький. Таким же образом обрабатываем все остальные буквы. Чтобы убрать крепежи для провода и места коммутации. Коммутацию мы сделали внутри букв. Соответственно, сейчас добавляет неудобства в работе, потому что все буквы соединены проводом между собой. Полностью проходим весь торец задней части. Это исключительно эстетическая процедура. Механической нагрузки она не несет. Регулятор напряжения. Это интерьерная вывеска, пульт управления к регулятору. И в зависимости от освещенности помещения иногда требуется сделать чуть ярче, чуть темнее. То есть вечером можно яркость вывески уменьшать, включить более тусклый режим. А днем, когда хорошее освещение, лучше яркости добавить. Вот такой пульт. Блок питания интерьерный, внутренний. Очень удобно включить, можно выключить, отрегулировать больше и меньше. Вот средняя яркость меньше. И вот с помощью такого движка вот так вот делаются объемные световые буквы.